Всем привет, с вами снова Лёша. В сегодняшнем видео давайте рассмотрим звукоусилительный комплект компании Fender Passport Venue. Итак, поехали! Ну что, обо всем по порядку, и для начала давайте пройдемся по органам управления центрального блока, который по совместительству является микшерным пультом, активным микшерным пультом. Всего на сегодняшнем пульте у нас имеется 10 каналов, 6 моно и 2 стерео линейки. У каждого канала есть эквализация двухполосная, тут можно настроить высокие и низкие частоты. На каждом канале имеется встроенный эффект реверберации. На 4 первых монолинейках имеется кнопка PAD, то есть аттенюатор на фиксированные 20 дБ. На 5 и 6 канале вместо PAD установлена клавиша Hi-Z для подключения различных инструментальных, и линейных устройств. Первые 4 канала оборудованы XLR-ами, и, соответственно, тут есть фантомка для подключения конденсаторных микрофонов. 5 и 6 канал здесь имеются входа на джеках, и они больше предназначены для различных инструментальных подключений. А последние 2 стереоканала имеют парные входа на больших джеках, а также стереоинпут на маленьком джеке для подключения различных плееров, ноутбуков и так далее. Мастер-секция выходного пульта имеет выходное усиление, индикацию выходного уровня, а также настроечку общего тона. Чуть правее располагается управление ревербератором, можно выбрать один из 2 пресетов, а также настроить его с помощью 2 регуляторов. Это значение времени, а также значение тона вашей реверберации. Сверху у нас имеется интерфейс для подключения USB-флешек. Можно воспроизводить музыку с флешки, можно на нее записывать звук с мастера, довольно удобно. Снизу имеется дополнительный выход для подключения мониторов. Есть разъем на маленьком стерео-джеке, сюда можно подключить наушники, рядом находится усиление для этих самых наушников, а также есть разъем на большом джеке под один мониторчик. Можно его подключить и поставить себе, таким образом слушая, что за какофония там у вас происходит в зале. Ну и последний разъем на лицевой панели, называется он Sub-Out, сюда можно подключить сабвуфер. Соответственно, сигнал, который идет на этот разъем, он проходит через фильтр частот. Сзади пульта у нас имеется специальный отсек для хранения различной коммутации. В данном случае в комплекте нам прикладывают 2 провода джек-джек для подключения колонок к микшеру, а также провод для питания. Снизу у нас имеется разъем под питание, переключение вкл-выкл, а также возможность выбора напряжения, с которым будет работать ваш комплект. Ну и чуть правее располагаются выхода для подключения колонок. Fender Passport Venue — это полноценный звукоусилительный комплекс. То есть, имея вот такую штуку на руках, вы с легкостью сможете озвучить вашу площадку без большого количества дополнительных железок. Я говорю, конечно, о микшерах, усилителях для колонок, лишней коммутации и так далее. Теперь немного характеристик всего комплекта, потому что, не забывайте, что вот это вот все есть часть одного целого. Passport Venue выстроен на усилителе D-класса с пиковой мощностью в 600 Вт. Используемые в комплекте колонки двухполосные, то есть в конструкции использованы как низкочастотные вуферы, здесь их 2 штуки, оба 10-дюймовые, так и ВЧ-твиттеры. По размерам они достигают 1,2 дюйма. Из особых фишек сегодняшнего комплекта в глаза бросается блок вот этого встроенного плеера. Для работы с ним требуется лишь USB-флешка и ваши треки в формате WAV или MP3 на ней. Но это лишь одна функция воспроизведения. Ко всему прочему, комплект дает возможность записи мастер-микса на флешку в формате WAV. Просто вставляем флешку, нажимаем кнопку Record и запись пошла. Хотелось бы отметить, что система Passport Venue больше предназначена для мероприятий выездного характера. В сложенном виде этот PA-комплект приобретает форму удобного кейса, полностью готового к транспортировке. Единственное, но весить такая ручная кладь будет около 20 килограммов. В метро с таким вряд ли поездишь, а вот дотащить до машины или убрать куда-нибудь в другое место вполне себе самое то. По поводу подключения тут все довольно просто. Для начала следует расставить все на свои места. Колонки можно расположить либо на стойках, либо прямо на полу, а микшер разместить поближе к человеку, который будет рулить ваше мероприятие. Далее соединяем выходные разъемы с соответствующими им колонками, левой и правой, после чего, подключив пульт к сети, нажимаем на вкл. Комплект готов к работе. Итого!
Используя наш сегодняшний комплект, можно озвучивать небольшие площадки. Но все-таки учитывайте, что 600 Вт может не хватить для больших точек. Как я уже сказал, в первую очередь такой комплект ориентирован на частые перемещения из одной точки в другую. По применению это, конечно же, различные лекции, семинары, какие-то спортивные события, небольшие митинги и так далее. Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. Используя вот такой комплект паспорт видео, можно озвучить, вполне себе... Сейчас ты откроешь дверцу, досчитаешь до 3 и закроешь. Сложно, ладно, давай. Давай. В сегодняшнем видео давайте рассмотрим звукоусилительный комплекс компании Комплект.